Всем привет! Сегодня готовим жульен в мешочках из слоеного теста. Это очень эффектное и нарядное блюдо, которое украсит любой праздничный стол. Посмотрите, какой симпатичный мешочек из теста получился. Я сейчас разрежу, чтобы вы посмотрели, какой он внутри. Конечно, сверху хрустящее слоеное тесто, а внутри сочный жульен с сыром, курицей и грибами. Это, конечно, очень вкусно. И для того, чтобы приготовить это замечательное блюдо, мне понадобятся грибы. У меня сегодня вот такие красивые грибы. Это устричный гриб или королевская вешенка. Вес примерно 180 граммов. Конечно, можно использовать любые грибы, шампиньоны, вешенки, все, что у вас есть. Одна довольно крупная луковица, куриное филе, примерно 250 граммов. Конечно, куриное филе, грибы и лук вы можете комбинировать по своему вкусу. Кто-то любит больше куриного филе, добавляйте больше филе. Кто-то грибов, добавляйте грибы. Также мне понадобятся сливки. Здесь у меня жирные сливки, 40 мл. Можно использовать сметану, тоже будет очень вкусно. Буду добавлять немного сыра пармезана, здесь у меня 25 граммов. Это по желанию. Также понадобится твердый сыр, примерно 80 граммов. У меня здесь сыр моцарелла, я его уже натерла на мелкой терке. Буду использовать такие специи. Конечно, соль и черный перец по вкусу. А здесь у меня еще сушеный чеснок, 1 чайная ложка, щепотка мускатного ореха и сушеные кусочки паприки. Они придадут тоже начинке приятный аромат. Конечно, понадобится слоеное тесто. У меня здесь бездрожжевое слоеное тесто. Немного буду использовать кунжута черного для украшения. И также еще понадобится 1 яйцо для смазки теста. И еще один важный такой ингредиент тоже используется для украшения. Это у меня петрушка. Причем, вот видите, у меня уже такие стебли. Я срезала листики. Этими стеблями будем завязывать мешочки. Порежу мелко лук. Грибы я также режу мелкими кубиками. Небольшими кубиками порежу куриное филе. Я включила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла. И сначала на сковородку я отправляю обжариваться лук до красивого такого золотистого цвета. Когда лук обжарился, добавляю в сковородку грибы. И также обжариваю до красивого золотистого цвета. Грибы с луком у меня обжарились, и я отправляю в сковородку куриное филе. Я все готовлю на достаточно большом огне, просто все время помешиваю. Куриное филе готовится очень быстро, как только оно поменяет свой цвет, можно сказать, оно фактически готово. Добавляю соль, черный перец, добавляю сушеный чеснок, паприку и мускатный орех. Перемешиваю. Как только вы увидели, что филе поменяло свой цвет, добавляю в сковородку сливки и добавляю сыр пармезан. И теперь протушу куриное филе буквально пару минут. И уже все готово. Обязательно надо попробовать на вкус, чтобы хватало соли, перца и других специй. Сейчас я готовлю уже на небольшом огне, просто слегка протушиваю. Мой куриный грибной жульен уже готов, и я его выключаю. Сейчас надо дать ему остыть до комнатной температуры. Подготовлю стебли петрушки. Некоторые листики я оторву, петрушку порежу в начинку, а вот у меня уже подготовленные есть стебли. Перекладываю их в миску и заливаю горячей водой, чтобы стебли стали мягче.
Так оставляю примерно на пару минут. Кстати, вполне можно использовать и зеленый лук, чтобы завязывать мешочки. Начинку я перекладываю в миску, чтобы она быстрее остывала. И добавляю зелень петрушки, мелко порезанную. Перемешиваю. Конечно, зелень добавляйте по своему вкусу. Сейчас будем формировать мешочки. У меня вот такое тесто, которое уже очень тонко раскатано. Вот оно на такой пленке идет. Размер кусочков у меня 25 на 25 сантиметров. Если у вас тесто такое достаточно толстое в рулонах, конечно, его надо раскатать до толщины пары миллиметров. Итак, я беру тесто и разрезаю его на 4 части. Из каждого такого кусочка теста у меня получится 4 мешочка. Рабочую поверхность слегка подпыляю мукой, переворачиваю сюда тесто, снимаю пленку. Тесто, конечно, надо размораживать при комнатной температуре. Беру пиалку. В пиалке удобнее всего будет формировать мешочек. Выкладываю сюда кусочек теста. Заполняю начинкой. Начинка уже должна остыть. Добавляю сыр. Пальцы окунаю в муку и начинаю просто собирать мешочек. Делаю красивые складочки. Хорошо зажимаю тесто. Получается вот такой мешочек. Расправляем сверху, чтобы было красиво. И завязываю мешочек веточкой петрушки. Кстати, это вполне можно и не делать, можно просто оставить такой мешочек. Излишки веточки можно обрезать. Перекладываю на противень. Противень у меня просто застелен силиконовым ковриком. Можно застелить пергаментной бумагой. И таким образом я буду формировать все жульены в мешочках. Здесь у меня один желток. Я его слегка разболтала. Добавляю пол столовой ложки молока. Перемешиваю. И смазываю этой смесью мешочки, чтобы они получились румяные и красивые. Аккуратненько промазываю. И сверху, вот здесь в центре, я еще посыпаю черным кунжутом. Из этого количества ингредиентов получается примерно 14 мешочков. Но, конечно, все зависит от того, какого вы их делаете размера. И сейчас всю эту красоту я отправляю в хорошо разогретую до 200-210 градусов духовку. Примерно на 25-30 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Тесто должно хорошо подрумяниться. Мешочки я достала из духовки. Посмотрите только, какие они красивые получились, как подрумянилось тесто сверху. Выпекались они у меня ровно 30 минут. И, конечно, эти мешочки можно подавать к столу и горячими, и холодными. Веточки, которые слишком сильно подпалились, я просто срезаю ножничками. Посмотрите, какая красота получилась. И готовится очень быстро и просто. Это вообще вот этот жульен, как такой мини-пирожок, очень вкусный. Посмотрите, у меня на столе их осталось уже не так много. Они улетают моментально. Блюдо нереально вкусное. Очень нежная, сочная начинка внутри с сыром. И сверху хрустящее слоеное тесто. Мне очень нравится. Обязательно приготовьте и попробуйте. Я думаю, такое блюдо украсит любой праздничный стол.
Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями, подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!